Antonio Cinema presenta. Мои любители отличного шопинга! Сегодня мы с вами отправляемся в аутлет Белая Дача, а точнее в ЦУМ Дисконт. В ЦУМ Дисконт вы можете найти знаковые брендовые вещи, такие как жакет Balenciaga с подчеркнутой талией, с ярко выраженными бедрами, и также их знаковая остроносая обувь с лого. Уже в августе были пальто осенние, пуховики, что очень приятно, потому что в тот период там были двойные скидки, то есть от цены дисконта еще плюс 30%. Это не может не радовать. Соответственно, никогда не покупайте вещи, например, сейчас август, там скоро сентябрь. Не надо покупать по сезону. Если вы видите действительно выгодную вещь, например, особенно верхнюю одежду, и вы ее нашли вне сезон, берите. И если это ваша вещь, обязательно ее купите. Потому что когда начнется сезон, выбор уже будет не тот, и такие охотники за сокровищами, как я, уже купили самое красивое. А вам покажется, что в ЦУМ Дисконт ничего нет для вас именно. Ходите в такие места почаще, потому что у меня тоже был случай, я пришла в ЦУМ Дисконт впервые, и мне показалось, что выбор отвратительный. Это было очень много лет назад, и это испортило мое впечатление, хотя я не впечатлительный человек. Но придя вот уже второй раз, я увидела очень много красивых вещей. Это все зависит от случая, повезло, не повезло. Там сегодня вы найдете эту вещь, завтра ее там, например, не будет. Но вы обязательно сходите еще раз, потому что, скорее всего, вы найдете то, что нужно. А почему я говорю покупать не в сезон? Вот как красивая вещь. Если вы ее нашли, ее нужно купить, потому что когда будет сезон, этого уже не будет, и вы будете об этом очень сильно жалеть. Да, здесь много смелых вещей, не каждый такой оденет, только Александр Рогов и я. Но среди вас тоже, я уверена, есть смелые модницы. У меня, например, было пальто анималистичного леопардовой расцветки, но оно более было элегантное, женственное, но тем не менее это леопард. Если вам не нравятся такие смелые решения, здесь вот, как вы видите, есть и пальто в клетку в классическом варианте. Очень много было пуховиков, разных, смелых и несмелых. Цена, конечно, разная. То есть пуховики за 20 тысяч, есть за 100 тысяч. Достаточно много было за 20-30 тысяч. Что я могу сказать? В Заре пуховики стоят около 10 и порой и больше тысяч. А почему? Которые прослужат не так вам долго. Это скорее сезонная, односезонная вещь. А здесь вы купите брендовый добротный пуховик, который вам прослужит чуть ли не 10 лет. Кто как носит, конечно, но у меня есть такие вещи, которые прослужили мне десятилетия. А в августе вы могли купить это еще и с двойными скидками. Поэтому покупайте тогда, когда вы нашли эту вещь, неважно какого она сезона. Важный совет. Примерочную обязательно берите, помимо той вещи, которую вы выбрали, что-то подходящее по сезону или по стилю к этой вещи, лучше еще и с верхней одежды, потому что, например, вы пришли в платье, которое, возможно, не подходит, например, к этому пуховику, летнее и зимнее, да, красиво сочетается косуха с летящим платьем, да, красиво сочетается пальто с летящим платьем, но, например, пуховик плотный с летящим платьем уже не будет смотреться. Соответственно, берите что-то подходящее. Тогда вы поймете, нравится вам это или нет.
Я ни в коем случае не принижаю Зарочку. Так я ее мило называю. Очень часто покупаю там много вещей достаточно, потому что, например, какие-то трендовые вещи мне бы не хотелось покупать за высокую цену, потому что это сезонная вещь, хотя я не человек трендов, но иногда что-то мне нравится, конечно. Или какие-то летние платья я часто покупаю в Заре, потому что не хочется думать о том, что я облила их пастой, пиццей, хоть я и аккуратный человек, но тем не менее не хочется заморачиваться, хочется просто приехать в Рим, сесть на ступеньки на Пьяцца ди Спагна и наслаждаться этой атмосферой. Естественно, не думая о том, что ты запачкаешь свою одежду. Люблю Зару, например, пальто Гуччи, пододеваю под него трикотаж Зара, обувь какая-то брендовая, джинсы, я люблю Pull&Bear, не знаю, правильно я произношу или нет, исправьте меня. Они мне уже много лет очень нравятся, именно из плотного денима, хотя и черные, и не плотные мне тоже понравились. Служат очень долго и хорошо, как минимум сезон, но часто я их просто не снимаю. Очень советую. Как вы уже знаете, я люблю аутлеты, дисконты, винтажные магазины. А если не знаете, то посмотрите предыдущее видео про аутлет V-Mall во Флоренции, Max Mara во Флоренции и V-Outlet Moscow в Москве. Обязательно в процессе шопинга сходите что-то перекусите, сладенького, кофе выпейте, покушайте. Обязательно обдумайте свои дорогостоящие покупки, потому что это может быть спонтанная покупка по настроению, которая потом будет просто висеть в вашем гардеробе. А зачем терять деньги, если можно просто передохнуть, обдумать и вернуться, конечно же, отложив свою любимую вещь в этом магазине. Такой совет. Если я покупаю обувь на каблуке, он должен быть или каучуковый, пластиковый, деревянный, но ни в коем случае не покрыт кожей. Почему? Потому что когда мои любимые сапоги, выходя из кафе, попали в сточную решетку и каблук ободрался, это было для меня, конечно, расстройство. Потому что, не знаю, сейчас, конечно, восстанавливающие компании Full Service, это не реклама, компании, занимающиеся восстановлением обуви, сумок, да, они достигли высоты. Возможно, я не видела работы этих мастеров, но все, что я видела, все равно он не будет выглядеть так, как он выглядел изначально. Поэтому покупайте лучше обувь не с кожаным каблуком. Обязательно изначально выбирайте и сосредоточьтесь на тех вещах, за которыми вы пришли. Например, вы пришли за сапогами. Смотрите сначала сапоги, выберите сапоги обдуманно, обязательно, а потом уже смотрите всю оставшуюся обувь. Например, что-то летнее. Вдруг вы вспомнили, что у вас износились там шлепки на пляж, или вам захотелось каких-то классических ботильонов под определенные брюки, которые у вас есть, и вы вдруг их увидели. Но сначала обязательно выберите то, зачем вы пришли. И сейчас настало время, на мой взгляд, время удобной обуви. Да, я обожаю обувь на каблуках, изящную, красивую, женственную.
Но так как живу в мегаполисе, очень люблю гулять, во-первых. Я предпочитаю обувь более удобную. Даже если это каблук, я всегда покупаю широкий каблук. Бывает, не очень широкий каблук там. Но главное, что это не шпилька. Они тоже бывают и такие же красивые, как и шпилька. Да, если вам надо куда-то выйти и выглядеть шикарно, вечером вы можете одеть шпильку. Но в течение дня, например, если вы много проходили по городу и вечером вам нужно выглядеть шикарно, то лучше выбирайте широкий каблук. Да и наверняка в вашем гардеробе достаточно много обуви на высоком каблуке, которую вы накопили за какое-то время. И вы заметите, что наверняка вы ее не так часто и носите. Хотя я советую все же ходить в обуви на каблуках хотя бы периодически. Поэтому, да, мы девушки выбираем так: ой, какой красивенькая, ой, я хочу. Но мы не думаем о том, что мы сейчас деловые, заняты, и нам нужно удобство. И прежде выбираем всегда красивую обувь. Но нужно думать и об удобстве, поэтому, мне кажется, лучше выбирать на комфортном среднем каблуке или не очень высоком и широком. И вам будет очень удобно в течение дня, да и вечером. И в заключение я хотела сказать, что я вам желаю найти именно свою вещь, которая подходит именно вам и по выгодной цене. Хорошего шопинга и до новых встреч! А в следующих видео вас ждут винтажные магазины, другие ЦУМ-дисконты, магазины белой дачи и еще много интересного. Thank you.